Оденс, Дания. Нави возвращается сюда во второй раз. Стоп, кажется, я не с того начал. Стоит напомнить вам, что было в прошлом эпизоде. После, не буду скрывать, очень обидного поражения на Старладере в Турции, у ребят был еще один чемпионат. Blast Копенгаген. FaZe, Astralis, Liquid, ну, короче, вы поняли. Ladix играл против бывших тиммейтов. Выиграть было бы, конечно, приятней, но да ладно. Двигаемся дальше. 2 ничьи, 2 победы, по итогу 5 поединков, 3-е место. После у команды было пара выходных и буткемп в новом тимхаусе в Берлине. 1 декабря мы прилетели в Данию на финалы 10-го сезона ESL Pro League. А теперь, на чем мы там остановились? В общем, погода, честно говоря, тут так себе. Поэтому я предлагаю приступить к просмотру влога. Это реально престижная лига, в которой, по-моему, здесь выступают одни, почти все. Не могу сказать, что все, потому что кто-то сюда не дошел. Почти все, и здесь реально конкуренция очень высокая, престиж. И я думаю, все. То, что вы видите на экране прямо сейчас, команда называет тимтоком. Ребята вместе обсуждают как достижения, так и проблемы. Делятся друг с другом мыслями, новыми идеями и переживаниями. Индивидуально готовы, и команда много работает. Так что позитивное настроение просто. Все играли много в КС, и много играли как команда. Мы старались просто улучшить свою игру. И надо всем в команде выбирать, что все будут стараться на 150%. Не хотим все побеждать. Сила командная, она у нас есть. Мы просто сейчас в первом матче почувствовали, что каждый хотел принять самое лучшее решение в игре. И цеплялся за каждую возможность выиграть. То есть это большой матч начать на максимум. Постараться. Должны постараться лучше. Вы на самом деле хорошо играете. Не надо привязываться к результату, а просто поверить в то, что вы хорошо играете. То есть вы должны знать, что вы хорошо играете, независимо от того, проиграете вы или выиграете. В любом случае вы одни из лучших. В любом случае. В любом случае вы будете бороться. В любом случае вы претендуете на победу. В любом случае. Просто надо это трезво оценить, принять и сделать все, чтобы звезды сложились так, где мы поднимем кубок финально. Просто все сделать для этого. Просто выкладывайтесь, будьте командой, будьте вместе и боритесь за каждый раунд, за каждый фраг. Слушайте друг друга, коммуницируйте. У вас есть все для того, чтобы выиграть. После тимтока мы поговорили с каждым игроком отдельно, чтобы узнать подробности о буткемпе и понять, чего нам ждать от грядущих матчей. Буткемп у нас длился 2 недели, из них там было 12 рабочих дней, пару выходных было, 1 день был работа с психологом. Почему в Берлине? Там хороший дом, удобный, и потом ближе было лететь на турнир. Потренировались хорошо, прилетели в боевом состоянии на турнир, так что все будет хорошо, надеюсь. Мы все усердно тренировались индивидуально, и все играли даже иногда FPL вместе, заставляли друг друга, вармапились. Надеюсь, что все будут вообще убивать и показывать нереальные моменты, клатчи. Я думаю, что Владислав адаптировался процентов на 70-80. Он уже лучше понимает русский, ему легче давать инфу, он легче понимать, что происходит на карте, но все равно не до конца, поэтому он работает над этим. И, надеюсь, в будущем, спустя уже некоторое время, он будет максимально продуктивен и полезен для команды. У него возвращается понимание русского языка. Он, как я уже говорил, он на нем давно не общался, и сейчас ему гораздо уже проще дается строить длинные приложения, гораздо быстрее он это делает, гораздо быстрее на информацию реагирует. То есть, да, есть прогресс в этом. Я стараюсь пофиксить проблемы каждый день. Если что-то есть, я всегда спрашиваю игроков или у Андрея, у тренера, и стараюсь их пофиксить. Мне заметно, что мы, в принципе, с друг другом начинаем лучше играть, потому что мы проделываем работу, и постепенно этот состав все-таки был новый, и времени прошло не так много. Другие команды уже, которые играют год вместе, есть. Те же, допустим, Astralis. И мы просто с каждым
чемпионатом, с каждым буткемпом становимся просто лучше и ближе друг к другу. Просто понимание игры уже команды развивается, и иногда у нас просто одни и те же мысли, и получается играть лучше и быстрее. Я считаю, что мы проделали хорошую работу с нашим психологом, да и со всеми нами. Я не знаю, все хорошо общаются, у всех есть общий язык, поговорить на любые темы. В жизни вообще никто не конфликтует. Мне вообще все нравится. Главное, что мы делаем большую работу, и каждый понимает, что без его участия мы не сможем реализовать наши цели. Атмосфера, в принципе, в последнее время всегда была хорошей и остается на хорошем уровне. 100%. Две разные команды. Мы старались на буткемпе очень много. Я думаю, что у нас хорошая игра сейчас, и мы готовы показать. Состав действительно преобразился. Я сам прочувствовал эту атмосферу и видел все по первым результатам. Но не будем забегать вперед, ведь перед официальными играми нас ждет медиадень, а после очень много праков. Иногда начинается медиа в 9 часов утра, иногда в 7 часов утра, для того, чтобы все команды успели отснять материалы для турнира. Медиадень – стандартная процедура. Ребят готовят к съемке, фотографируют в спортивной форме, ну или в особых случаях в теплых куртках. По отдельности, ну а также и всей командой. На площадке к нам присоединились ребята из Face. Опа, я могу вот сзади куртку ставить. А ты играть не можешь? Не, я могу не ставить, когда... Ты всегда слышишь, на весь значок. Одна фото. Let's go for it. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Два слова о новой клавиатуре. Есть наши конфиги. Как Мне тебе? нравится. Кстати, твой конфиг есть там? Нравится? Да, чем? мне Какие плюсы? У меня Не такая знаю, я честно тебе скажу, что я никогда не играл на маленьких клавиатурах без нумпада. Мне как-то казалось, что неудобно, но на самом деле попробовал, но... Скажи, на самом деле удобнее, чем удобно. казалось бы. Да, режим подсветочки, так и 3. Ты какой выбираешь? Мне вот это нравится дома больше. Он не сбивает тебя, когда мигает? Не. А вот это с этим обычно играю. Клавиатура хорошая. Интернет здесь нет? Удобно. Свечи В нашем компьютерном клубе есть. красные. Удобно. Маленькая, комфортно. Лучше нету сейчас. Ну, может, нет. Hope they won't shoot me down soon. They say no to sleepless night. Ну что, настал день X. До матча у нас есть еще немного времени. Проведем его с пользой, но так, чтобы не отвлекать игроков. Договорились? Ребят, сейчас мы проведем для вас маленькую экскурсию. Внутренние особенности этого турнира, где находятся прак-румы, где ребята тренируются, где ведутся прямые эфиры. Прямо сейчас за моей спиной все наши таланты дают аналитику, они дают какие-то предикшены, кто победит в этом турнире, кто андердог, а мы двигаемся дальше. Мы находимся с вами в отдельном павильоне. Здесь оборудованы прак-румы. Вот в таких вот строительных будках, которые, кстати, стояли и в Лондоне на Faceit Major, когда мы дошли до финала. Вы помните это обидное поражение? Прак-румы находились в таких же будках. Напоминает немножко Assault, они оборудованы очень интересно. Сейчас мы заглянем вовнутрь. Но в прошлом году эти будки находились на улице. В скандинавских странах очень можно быстро замерзнуть, если ты не одел подштанники или свитер с начесом. Поэтому в этом году будки находятся здесь. Маленькая экскурсия. На каждой будке находится расписание. Здесь можно ознакомиться, когда начинается завтрак, когда начинается ланч, во сколько начинаются игры, во сколько такси забирает вас обратно в отель. Также здесь распечатаны самые красивые фотокарточки с предыдущих турниров. Посмотрите, сегодня мы, кстати, разговаривали с Блейдом. Осуждающее лицо Блейда, когда он смотрит на Ладислава, дает ему 5 и говорит:
Да, мы победили, но могло быть и получше. Мы только что обсуждали эту ситуацию. Дальше все по стандартному. Компьютеры с мониторами, ребята приносят свои девайсы, потом проходит сетап, они устанавливают свои девайсы, они подключают свои SSD-шки, они скачивают свои конфиги и разыгрываются в этой комнате. Комната не слишком большая, она тесновата для 7-8 человек, поэтому здесь находятся только игроки и тренер Андрей Блейд. Мы с психологом и Женей Юджином всегда находимся в другой зоне. За моей спиной находится режиссерский шатер. Именно там ведут трансляцию режиссеры, операторы, делаются пролеты, вставляются плашки. Это огромный кусок работы, там находится более 20 компьютеров и более 30 людей, обслуживающего персонала. Далее команды расположились через небольшие ширмы. Когда забирают раунд, слышно через перегородки. В принципе, все по стандарту. Зоны находятся напротив друг друга. Проигравшая команда отправляется в свою будку или отправляется в отель. Ребят, мы переносимся с вами в Players Lounge. Это отдельное пространство. Здесь можно перекусить, здесь можно посмотреть игры. Здесь собираются тренера, психологи. Родственники приезжают часто, здесь собираются чиновники, в Копенгагене, по крайней мере, так было. Здесь можно немножко развлечься, стоит такой вот теннисный стол. Кстати, интересный факт. В прошлом году на таком же теннисном столе после турнира расписались все игроки. Где сейчас этот теннисный стол, я не знаю. Видимо, создатели этого турнира не оценили этот стол по достоинству. Дальше. Перекус. Здесь можно перекусить. В основном на каждых турнирах уже долгое время я наблюдаю разный рацион питания, но везде он повторяется. Это курочка, это киноа, это овощи. Использованы все продукты, которые используются для пилотов самолета, для того, чтобы они не отравились во время игры. То есть такие продукты скоропортящиеся не используются, чтобы игроку не стало плохо, его там, допустим, не беспокоили никакие расстройства и так далее. Водичка, сладкие воды, минеральные воды, энергетики, конечно, Monster Energy, Unleash the Beast. Все это присутствует на этом турнире. Сладкая зона, так мы ее называем вместе с Костей. Шоколадки, яблоки, бананы, фрукты и чипсы. Все почему-то едят эти чипсы как сумасшедшие. Ребят, но чипсы очень не полезны. Я хочу, чтобы вы это знали. Ну что, посмотрим противостояние? I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with it who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the bob. And 40 on 50 is really the time. Why is you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. Вообще, я всегда думал, что карта Dust 2 для Тайло, она не особо сильная. И, в принципе, Блейд со мной согласился. Вообще, он сам решил это. То есть, но я это знал. И, в принципе, мы показали хорошую игру, сыграли с ними 16-6. Была уверенная наша игра. То есть, форс важный мы взяли один. Просто выбрали, потому что она была слабая для них и удобная для нас. Но особо таких раундов, чтобы они нас удивили, не было. Игра была обычная. Просто единственное, что можно удивить, там форс взяли, да, то есть это такой переломный момент был, где мы могли утерять нить игры, но мы со счета 3-1 где-то вернулись и начало confidence приходить, и мы просто уверенно начали их закапывать потихоньку. Да и в принципе в атаке можно на Dust 2 играть 2 ВП, иногда когда позволяет экономика, то есть зависит все от соперника и скорее от уверенности даже в себе, потому что когда уже ты чувствуешь игру и побеждаешь, то некоторые вещи можешь себе больше позволить. Во-первых, это было красиво. Во-вторых, не стоит расслабляться. Нас ждет вторая игра. Пацаны,
Я вам все утром сказал. Глеб вам все утром сказал. Вы все знаете. Сейчас тот момент, когда вам надо реально включиться и настроиться просто на максимальную игру. Из того, что мы играли троим, у нас, в принципе, хорошие позиции сейчас на тренинге, каждый чувствует свою точку, это важно очень. Вы проигрывали праки, потому что иногда очень много шифровали и старались типа умно, по схемам там. Немножко, если что-то не прет, включайте вот этот вот скилл, да, скилл и какую-то импровизацию такую от души. Кто мы? Рожденные побеждать! Same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the 7 seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up, way up, pray up. On track, now we gon' way up, way up. Now we gon' way up, now we going. On track, now we gon' way up, way up. Now we gon' way up, now we going. I got his band like I'm Barry Bonds. Хорошо, Кирилл. Найс! Вот это хорош! Кирюша, этот раунд войдет в историю. Это что ты просто творишь? IQ 180, 200, сколько это? Book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up, way up, pray up. On track, now we gon' way up, way up. Now we gon' way up, now we going. On track, now we gon' way up. Они как бы на предыдущих турнирах реально начали показывать плюс-минус какие-то хоть результаты, что китайцы, что бразильцы, они начали показывать, что их нельзя недооценивать. Я соглашусь, что и у них был, мне кажется, не самый лучший день, что у бразильцев, что у китайцев. То есть такие факторы, где-то, может, нам везло, где-то мы хорошо играли, может, где-то они плохо играли. Наверное, мы играли неплохо, они играли хуже своего среднего, скажем так. Найс! Хорош. Не мог больше, не мог больше. Ну это мой вперед. Я просто сел на единицы, даже не двинулся. Хорош, крысил. Красавчик. Две победы есть. Теперь Флеймича ждет более сложное испытание, чем матч в КС. Послематчевое интервью. Если вы думаете, что свободное время парни потратили на отдых, вы ошибаетесь. Вне практиса я видел их только на обеде. Поэтому сразу предлагаю перенестись на матч с ЕГЭ и расспросить ребят о нем. Но сначала традиционный тимток. То есть чувство, я говорю там, да, у никого нет сомнений. Ну, у меня такое чувство было, потому что мы вели как бы, и просто каждый индивидуально реально хорошо играл в первый день. Берем вот такие вот раунды. Такие вот именно жесткие. 2 в 5. 2 в 5, да. Круто. И не забывайте, что тоже можно взять такой раунд. Или засейвить, да. Что-то идет не по нашим правилам, то вы просто рано или поздно сломаете эту уверенность в них. А когда у них ломается это, надламывается уверенность, они не могут дальше доминировать. Ну, ЕГЭ, они сильная команда, это все понимают, но мы будем стараться на 100%, чтобы выиграть эту игру и попасть в полуфинал, и посмотрим потом. Музыка для души, танцуй со мной. Я не отдам тебя ни за что и никому. Музыка для души. Давайте соберемся, парни. Сейчас фокус возвращаем на 100%. Их первый пик, карты хорошие, наши две сильные карты в пуле. Если что, если на это не пойдет в начале, нам надо просыпаться ко второй и не забывать, что у нас есть наши сильные две карты следующие. Да. А на это, если мы их выиграем, вообще отлично. Сейчас тем более тренируем и практикуем наш мираж. Поехали. Кто мы? Рожденные побеждать! Поехали, парни. И админ. Короче.
Поехали! Поехали, парнишки! Как ты думаешь, будет ли так легко команде Natus Windsor победить сейчас своего оппонента? Однозначно будет нелегко. Gon' play that, take you down, I'ma say that. Mine need me a couple dollars, telling you now this payback. So I take that, ask them now where Sage at. I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate that. But I'm on now, all these lanes gonna zone out. And all these lanes gonna tell you what I did and they twist and they worse till I fall out. But I know that, so I keep what I'm doing cause I own that. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move, I'm a Kodak. So I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. Ballin' can't beat me up cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. 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 Please don't let me in. Please don't let me into my zone. I just need some time of my own. All these people trying to get a conversation. Need some conversation, that tone. I got up on that throne, yeah. So I'm never alone, yeah. All these people trying to box me in. I'm Mayweather, it's on, yeah. Now they ask where I'm at. Making hits that Lambe. I'm MJ, I'm 2-3, man. I just need some time back. I'm zoned in like defense. My life gone, no recess. But I live my best one, so I got no regrets. So I'm gone. Finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. На старте трейна бразильцы атаковали Б, но мы не особо на это акцентировали внимание. Мы понимали, что у них есть атаки и через мидл, и через зелень, и через Б, поэтому мы просто старались играть свою игру. Мы ввели в счете, проиграли эко, ну, бывает. Нет команды, которая не допускает ошибок, так получилось. Мы сделали старый раш флипсайд на трейне, у нас просто не было денег на полный бай. И мы решили на тайм-ауте, я дал колл, чтобы мы делали в дальнейшем конкретные раунды, но до этого мы хотели сыграть быстрый раш с лоу-баем, и в конечном итоге он удался, смена темпа и атака с разных сторон, с которой они не справились. У нас под каждую команду разный геймплан, поэтому с некоторыми мы делаем акцент в зиге, с другими на других точках. Был такой геймплан, и он сработал. Мы знали, что мы пикнем или одну из двух карт. В итоге это оказался Dust 2. Мы его уже выигрывали до этого на турнире, выигрывали на прошлых турнирах с этим составом. В итоге дальше мы знали, что они пикнут, скорее всего, или Инферно, или Мираж, свою сильную карту. И вот третья получилась. Я думал, третья будет Трейн или Инферно, а третья оказалась Нюк. На Мираже мы еще просто не наиграли свою игру до конца. Мы знаем начало, а вот в середине и в конце любой из половин игра становится сложнее. И нам, как команде, сложно, так как, видите, мы не все карты можем успеть подготовить на 100%. Тем более мы знали, как играют ЕГЭ, но удивились, что они всегда играли через мидл. И еще мы могли сделать камбэк все-таки за атаку, но там не повезло буквально в 2 раундах. Один раз промазали смог, один раз ставили бомбу, 2 раза ставили бомбу, просто не туда. Такие вот маленькие ошибки, которые до этого не случалось. В итоге мы увидели эти ошибки и пофиксим на Мираже. Просто у нас хорошо получается играть Dust 2, и каждый чувствует свою игру. Нам бы хотелось, конечно, но мы не расстроимся, если проиграем его. Поправочка. Хотелось бы 100% винрейт. Также будем фиксить ошибки и увидим свои какие-то новые ошибки.
к следующему матчу. Пока нельзя судить, сильно ли мы прибавили, но я думаю, что соперники были явно не самые сильные, которые есть на этом турнире, но даже несмотря на это мы достаточно легко их выиграли, может быть у нас все-таки хорошая форма. Да, я доволен, как все игроки сыграли, мы проделали большую работу на буткемпе. Много очень тренировались, готовились к этому турниру. Вначале, может, я думал, что нам будет как-то сложно, так как, наверное, мы единственная команда, которая не играла долго турнира. Из-за того, что у нас появилось 2 новых игрока, может, люди не понимают, что надо наиграть свою игру. Надо как бы получить вот этот тимплей. Потому что когда уходят другие игроки, то тимплей рушится полностью во всей команде. А сейчас мы готовимся и идем шаг за шагом, тренируем наши слабые карты, фиксим ошибки и постараемся удивить всех на этом турнире. У нас уже после 2 побед с Тайлу и с Мибрами на следующий день была тренировка и подготовка к сопернику. И сегодня мы выиграли, завтра у нас будет то же самое. У нас каждый день тренировки, и здесь мы стараемся все свободное время уделить этому турниру. Ребят, ну что, вы сами все видели, вот таким выдался первый влог. Была очень жаркая битва. Действительно, после первой половины на нюке нервы шалили у всех. Действительно, нервишки шалили. Мы проходим в стадию плей-офф. С нами психолог Глеб. Пару слов. Ты доволен игрой вообще? Да. А влогом ты доволен? Новый формат. Я ребята, его хоть и не видел, но доволен. Ребята, оставляйте свои комментарии, слова поддержки. Делитесь этим видео с друзьями. Рассказывайте, что вы думаете о нашем новом формате. И мы увидимся уже с вами в стадии плей-офф. Ставьте колокольчик. С вами был Алексей Костылев. Всем пока.